влогов на моем канале. И вот так внезапно, вся в жаре, в Бодруме 30 градусов, я сижу в самолете. И это что-то невероятное, но вы не поверите, куда я лечу. Подсказка. Я лечу в Осло. Первый прямой рейс из Бодрума в Осло. И я лечу, вот я сижу в аэропорту на посадке. И вы даже не сможете себе представить, сколько пассажиров. Вон, кстати, видите, Norwegian. Сколько пассажиров в моем самолете. Раз, два, три. Практически private jet из Бодрума прямиком в Осло 4 часа. И уже сегодня в полночь я в центре Осло. Что-то невероятное. Погнали. In the event of a drop in cabin pressure, oxygen mask will deploy from a panel above your seat. Remain seated and pull the mask firmly towards you. Place it over your nose and mouth. Slip the elastic band. Начинается мое скандинавское путешествие. Excited. Смотрите, бодрумские закаты знаменитые. Красота. Вот что означает лететь на север. Меня ждут белые ночи. Уже ночь на дворе, а все еще солнце. Ну что, первые кадры Осло из самолета. Посмотрите, как светло. Это полночь. Осло, полночь. Первый раз вижу фьорды. Осло, Норвегия. Боже, я здесь. Город в огнях. Друзья, с вами Ява, и мы с вами в Осло, в отеле American Jen, пьем Earl Grey, видим булочки, и я таким образом открываю свое скандинавское путешествие. Сегодня первый день в Осло, первый мой день в Норвегии, 40-я страна, и впереди у меня 5 перелетов, у меня 3 страны, 3 города, поэтому добро пожаловать в скандинавские влоги. Их будет 3 влога, 3 страны, 3 влога. Там горит камин. Прекрасно, спокойно люди завтракают. Вот это то, что мне нравится. Сразу же появились силы. Ну, я вам покажу немножечко мой номер.
Он очень небольшой, высоченные просто потолки. 9 утра, Осло, 25 июня, за окном 12 градусов. Я проснулась в шикарном, прекрасном отеле, который мне, кстати говоря, очень понравился. Первое впечатление просто очень положительное. American Legion. Находится он прямо на Осло Train Station. Да, тяжелая была ночка, потому что все-таки, когда ложишься спать в 3 часа ночи после такого перелета, в котором просто лупили кондиционеры, для меня кондиционеры это просто у меня 90% моей энергии сразу же куда-то испаряются, они меня просто истощают. Но я проснулась в этом шикарном отеле, сейчас я вам покажу номер, вид из моего номера, и я уже собираюсь на завтрак. Ну что, теперь уж точно доброе утро. Приняла душ, сделала все свои бьюти, прекрасные ритуалы, умылась, прекрасная басрум. Все здесь так удобно, компактно, просто шикарный душ, все такое новенькое, чистенькое. Знаете, в классическом стиле, но все очень свежее. В общем, восхитительно. Самое главное, посмотрите, с буковкой А. Очень прекрасные такие мягенькие тапочки. Вот. Номер, видите, очень небольшая комната, но для одного человека в центре Осло это просто, мне кажется, сумасшествие с 5-метровыми потолками. Вот. И я уже собралась на завтрак. Вот, сейчас выберу какой-нибудь красивый столик. В общем, мне здесь очень понравилось. Знаете, вот что я хочу отметить в этом номере. Во-первых, я купила в аэропорту 2 воды, потратила на это, на самом деле, около 10, наверное, долларов. И на самом деле это много. То есть можно вот взять эту бутылочку, одну было, да, и пить из-под крана везде вода из-под крана. В общем, отель мне очень понравился. Вот здесь журнальчик вечерком я полистаю. Они оставляют здесь, видите, вот такую вот погоду. То есть сегодня у нас будет солнечно. Всю неделю, кстати, дожди. Вот, ну, это же для меня. Я люблю приезжать, чтобы для меня было солнышко. Я уже вчера выпила чай. Тоже, опять же, набрала из-под крана воды. Заварила в их фирменной чашечке себе чаек. Вот. И, в общем-то, наслаждалась в 3 часа ночи чаем, чтобы заснуть. Видите, такой бар. Здесь еще бутылочка вина. Написано I'm yours. Интересно. Вот, так. Ну, в общем, здесь все как обычно. Гардероб, у меня нет времени раскладываться, потому что я здесь на 2 ночи. И уже завтра у меня будет следующая локация. Ну, видите, я прям из чемодана прям одела все, как обычно, по классике. Это даже, по-моему, даже вот в Лондоне я одевалась, такая же погода. На улице 15-17 градусов. В общем, это уже проверенная такая комбинация. Вот. И, ну, в общем, вот так вот в Осло начинается мое скандинавское путешествие. Я в Осло первый раз. Это моя страна номер 40. Ну, я уже много раз рассказывала, что я практически во всех странах, в которых я была, в тех 40, бывала там 2, 3, 4, 5 раз, то есть по кругу ездила в одни и те же места, в любимые, в разные города, поэтому как-то так получилось, что давно я не делала каких-то вот новых стран. Не, ну неправда, Оман был, что еще был, Катар был, это все тоже для меня новое, поэтому не будем грешить, в прошлом году у меня было новых стран. Вот, а сейчас за эту поездку впереди у меня неделя скандинавское путешествие и целых 3 для меня новых страны. Поэтому погнали, идем на завтрак. Я не стала ничего раскладывать в этом номере, потому что буквально завтра уже у меня перелет в новый город. Вот, ну что, пойдем обследовать Осло. Это вот небольшое такое лобби у меня на этаже. Посмотрите, вот это абсолютно в моем духе отель. Там уже виднеется Осло, видите, в окно. Смотрите, какая красота. Стык истории и современности, технологичности. В моем номере все настолько умно, технологично. Представляете, сейчас расскажу. Сейчас нажмем кнопочку и расскажу вам. Короче, в моем номере вот эти вот кнопочки, которые от электрического света, когда ты включаешь, ну там, да, то есть не механические, а электрические, да, они автоматически выключаются. Во всех отелях они горят, мучают, не дают тебе спать, а тут они автоматически выключаются. В общем, просто класс. Ну вот у меня такой лук. Хотела здесь белые кроссы, но что-то захотелось зелененькие, не знаю. Вот, видите? Вот везде, просто каждая деталь, все так современно, в то же время
Красота. Ой, я не туда приехала. Почему-то на 6-й этаж. Красота. Ну хорошо, что я сюда приехала. Смотрите, какие здесь расписные окна. Класс. А лобби. Ой, же сколько много людей. Класс. Завтрак. Сказочно. Какой классный вайб. Первый раз вижу такое переполненное место для завтрака. Очень уютное, как обычная кафешка. Какая красота. Ну, отель действительно того стоит. Ой, сколько всего. Я смотрю, там даже меренга на завтрак. Ну, это вообще. Павлова. Ничего себе, красота. Ну что, мне повезло со столиком. Я хотела сегодня посидеть здесь, а там посижу вот в том саду, в котором я показывала. Посмотрите, с видом на Осло. Просто прекрасно. Конечно же, тут есть «Я тебе не дикт». Я себе там все со своими restrictions все им сказала. Вот. В общем, принесли мне уже сок. Хочу с вами поделиться первыми впечатлениями. Люблю всегда, вы знаете, вот только приезжаешь в город, что-то от него чувствуешь. Во-первых, он холодный, сдержанный, и люди, я уже чувствую, вокруг никаких эмоций, все холодные, сдержанные, никаких улыбок. Все лица очень такие, скажем так, ровные, никаких вообще, вот после Турции это сразу же чувствуется. Уже пару раз там что-то я попросила столик узнать или в завтраке уточнить какие-то детали там в еде, да. Все очень, знаете, вот через сжатые зубы очень напряжено. То есть в Турции, конечно, тебе будут разговаривать, тебе будут уточнять, будут делать тебя довольным. Здесь совершенно другая культура, другой менталитет. И я так обожаю замечать такие моменты, потому что мы все разные, страны разные. Менталитет разный, вот, и лишний раз лучше не ввязываться ни в какой диалог, то есть все очень четко, по делу, в очередь стал, получил, пошел, сел, подождал, никакой вот этого вот всего, вот этой самодеятельности нет. В общем, давно я, видите, не путешествовала в Европу, уже так это, знаете, годик-два, потому что Лондон все равно он такой более демократичный, я там люблю, Лондон мне, кстати, очень по вайбу подходит, а именно вот такой в Западной Европе я давно очень не была, и сразу же, конечно, чувствуется разницу. Это очень интересно наблюдать. Ну, в общем, другие люди, другие нравы, по-другому нужно себя вести. Немножечко, давайте поспокойнее, поспокойнее, поспокойнее. Так, ну что, с десертами понятно. Конечно же, я возьму apple pie маленький один. Меренга это все нет. Интересно, трубочки, как в детстве. Класс. Так, давайте посмотрим, что есть там. Круассаны. Какая красота. Авокадо. Боже, это просто страна, рай для меня. Просто посмотрите, сколько всякой еды. Боже, семга такая. Семга варедия, норвежский семга такая. Рыбы сколько всякой. Вау. Сыры. Боже. Идеальный выбор отеля, идеальный выбор страны, как раз для меня. Тут всякие классные мини-вкусняшки, кофе. Супер. Ну, все, в принципе, с глютеном, а вот единственное, глютен-фри кукис. Их обычно, кстати, в последнее время все глютен-кукис вот так вот пакуют. Открытая кухня, scrambled eggs, bacon, potato. Ой, какая красота. Картошечки надо взять парочку, так она хорошо выглядит. Эти мои кастрюльки любимые, смотрите, какие они. Вау, грибочки. Красота. Ну, эстетика мне здесь так нравится. Чия, фрукты. Такое большое, красивое, уютное кафе. Просто роскошный завтрак, вот как насколько я люблю. Вы знаете, вот отель этот просто попадание на 100%. Еда идеально, вид идеально, номер идеально. Расположение отеля просто в 2 минутах от Осло Train Station, то есть вы прилетаете, через 10 минут вы садитесь в Fast Train, и через 15 минут, 20 минут вы уже у себя в отеле. Сказка. Заветьте, мы с вами сидим на вокзале, по сути.
Но ощущения настолько приятные, элегантные, и нет ощущения, что хочется отсюда сбежать. Наоборот, хочется сидеть, наблюдать, разглядывать людей, движение, настроение, ритм города. Класс. Знаете, еще одни полевые заметки. Я очень люблю завтраки а-ля карт, потому что ты берешь ровно то, что ты съешь, ни больше, ни меньше. Я заметила, что здесь, вообще, в принципе, в Европе люди действительно никогда, вот нету вот этих leftovers, нету остатков еды, как в Турции происходит. Люди набирают много-много еды, шведские столы, вот это Анталия, тоже русские так ездят в Анталию отдыхать и балдеют этих шведских столов. Для меня нет хуже отеля, это шведский стол, потому что это огромное количество еды, которая зачастую не свежая, обилие огромное. В итоге там действительно вкусной, полезной, здоровой еды очень мало. Вот, поэтому я обожаю такие завтраки. Вот у меня здесь, смотрите, клубника, помидоры, авокадо, была зелень, микрозелень. И на таком вот хлебе зернистом у меня сёмга. Я тебе не дик, ну просто восторг вообще. Уже мужу написала, что я я норвеженка по питанию, потому что действительно для меня это просто рай. Красота. Разговорилась с официанткой, заговорила с ней, говорю, мне здесь очень нравится, потому что она такая была угрюмая, такая тяжелая, прям хотелось немножко с ней болтать. Вот. И оказывается, она была в Бодруме, отдыхала в отеле Кейп в Гюндагане, в котором я часто бываю. У меня даже, по-моему, первое видео на этом моем канале, оно было записано из этого отеля. Вы знаете, я подумала, что насколько здесь высокий уровень жизни, что даже официант может себе позволить отдых в Бодруме, причем в таком самом пятизвездочном, роскошном достаточно отеле. Вот. В Турции официант. Не то, что в Норвегию поехать, он не может себе даже позволить, мне кажется, в Бодрум поехать. Поэтому такие вот дела. Конечно, чувствуется здесь уровень жизни совершенно другой. Холодно, сдержанно, современно, с изюминкой немножко такого отстайла и консерватизма, но мне очень нравится Осло. Первое впечатление — класс, пойдем гулять по городу. Какое восхитительное лобби в этом отеле. Какие шторы классные. But then I have to go to the light. Ну что, Осло, фьорды. Совершенно другая здесь энергетика. Ну вот я поняла, что в Осло не моя энергия вообще. То есть я бы, наверное, здесь не смогла бы жить. Я всегда, когда езжу, я перемеряю места, насколько это место мне подходит по энергетике. Я даже когда вчера вышла из аэропорта, я сразу же почувствовала, это место не мое, не совпадает со мной по вибрациям абсолютно. Другие у него интонации, другие вибрации, но очень любопытно. Вы знаете, перед поездкой моей скандинавской я вот чувствовала, что мне нужно быть в Копенгагене. Там моя энергетика, там мне будет очень хорошо и тепло. Сонастроюсь с этим местом. Вы знаете, вот даже перед Осло меня даже прям как-то трусило. То есть вибрации, я настолько же очень чувствительна к вибрациям, и я
когда вышла, я вам сказала, из аэропорта, я почувствовала, что здесь достаточно низкие частотные вибрации. Мне здесь очень тяжело, то есть у меня буквально каждая клетка моего тела входит в такой резонанс с этим местом, то есть мне оно не совпадает по вибрациям, оно ниже по вибрациям, нежели то место, где я живу, и те вибрации, которые у меня сейчас есть. Наверное, высокочувствительные люди, которые в теме, они поймут, о чем я говорю. Поэтому я посмотрела, что здесь количество пробудившихся людей, в частности, например, в Осло, меньше 1%, чтобы вы понимали. Это не то, что мало, это очень мало. То есть вот это ощущение законсервированности, нету вот этого вот дыхания новой энергии, нового времени, новых вибраций, вообще перехода в новое измерение практически видите, близится к нулю, потому что, видите, мы с вами, куда я сколько не летала, везде смотрела, было гораздо более, есть сейчас места, в которых идет очень активное пробуждение, вот, в которых, когда ты как бы попадаешь в эти места, оно как бы тебя наполняет, а это место, оно как бы тебе не дает энергию, оно тебя истощает, да, потому что когда у вас энергия не совпадает с этим местом, да, соответственно, идет такой вот дисбаланс. Я все ходила, не могла понять, почему мне как-то даже на физическом уровне как-то плохо. Именно поэтому, если вы ищете места с высокой вибрацией, куда вам переехать, где жить, Осло — это не то место, где люди, которые стремятся к этому, смогут чувствовать себя хорошо. Я даже на физическом уровне чувствую себя тяжело, прям тяжесть чувствую, прям здесь, в груди, даже дышать тяжело, настолько мне это место по энергетике кажется таким очень тяжелым. Поэтому для сравнения, если вы помните, кто смотрел мои видео про пробуждение, если вы посмотрите, например, вот даже в Турции гораздо выше вибрация, и в Украине вообще уже пробудившихся людей больше 10%, в некоторых точках даже 15%. Вы можете себе представить, в Турции 5-7% пробудившихся людей. А здесь людей, которые уже носят такую кристальную энергию с совершенно новыми загруженными программами, совершенно другими на клеточном уровне, таких людей меньше 1%. Можете себе представить? Вот так вот. Но это не отменяет красоты и эстетики этого места. Очень любопытно, очень технологично, очень красиво, чисто. Пойдем дальше, разгребать этот город. Если вы не очень чувствительный человек, и вам сложно вообще понимать тем вибраций и перестройки нашего тела сейчас на клеточном уровне, то я вам могла простыми словами это объяснить так. Когда человек переживает разные трансформационные процессы через неустроенность в основном своей обычной человеческой жизни, потому что, собственно, когда нас что-то не устраивает на физическом уровне, в окружении, в финансах и так далее, то у нас это толкает к внутренним изменениям, к перерождению себя, к осознанию себя, к поиску ответов на вопросы, к тому, чтобы менять себя для того, чтобы чувствовать себя лучше и иметь лучший уровень жизни. Так вот, когда у вас вполне себе благоустроенный уровень жизни, когда у вас все как бы понятно, все четко, все ясно, да, вот начинает появляться такое ощущение застоя. Вот здесь вот энергия, она стоячая, вот, я правильно сейчас поняла, вот как здесь вот вода, она такая вот, знаете, как вот стоячая, замершая, вот такая вот и энергетика, поэтому вот буквально странно, я была на таком подъеме, у меня был такой классный период, и было так много энергии, но буквально за 3-4 дня до отъезда в Осло меня как обесточило, я все не могла понять как, и когда я сюда приехала, я поняла почему. Именно из-за этого. Интересно, все чайки маркированы.
В общем, даже не знаю, как это объяснить. Я не знаю, меня просто настолько разрывает на части. У меня такая боль в груди. Видимо, на фоне того, что сейчас происходит вообще в Израиле, ну, вы знаете, да, на Востоке сейчас. И буквально сейчас там Иран, ракеты, ядерное оружие, все вот эти вот истории, которые сейчас происходят. И, соответственно, ситуация в Украине очень тяжелая. То есть... В общем, я не могу. Меня настолько в груди сжало. Я теперь поняла, когда я сюда приехала, от чего мне было так плохо. Я просто умирала на физическом уровне, потому что давно я не была в тех местах, которые были, собственно, причастны, в которых происходили, собственно, все ужасы Второй мировой войны, потому что, ну, вы знаете, Осло был, собственно, практически чуть ли не местом, откуда отдавались все эти приказы, откуда были отправлены в концлагеря евреи. И вообще здесь Рейх, в общем-то, заправлял очень многие вещи отсюда. В общем, база была здесь тоже определенная. Поэтому тяжеловато здесь, тяжеловато. Энергетика давит просто жутко. Не знаю, ребят, как вы тут живете. Но место тяжеленькое, конечно. И хотя прошло уже столько лет, но тяжесть того времени, тяжесть тех ужасов, которые происходили на территории, да, этой стране, то есть, по сути, здесь был центр управления, точно так же, да, то есть Осло был захвачен, да, вот, нацистами, поэтому тяжесть вот этой энергетики, этих ужасов, которые происходили, она до сих пор еще в этом поле, вы понимаете, вот в этом вся штука-то, то есть новая энергия, новое время не заменили, не нейтрализовали все, что происходило, оно здесь все вот так вот стоит, оно прям стоит в воздухе, я это прям чувствую, поэтому это невероятно чувствуется. То есть, если вы человек, уже пробудившийся уже с кристаллической энергией, у вас здесь будет точно так же колбасить, как меня. Если у вас еще энергия, пока вы не совершили переход, вы пока у вас много старых вибраций, старой энергии, вам, в принципе, здесь будет как бы ок. Вот, поэтому все это я говорю, все это очень тонкие вещи. Понятно, что это очень красивый, эстетичный город. Здесь очень много новых зданий, все очень классно, все очень красиво, все приятно. Но, вы знаете, для меня путешествие — это в первую очередь открытие энергетики планеты, что происходит на планете, для меня это очень интересно. То есть раньше я путешествовала, просто смотрела архитектуру, природу и так далее, но последние годы для меня открылась именно такая вот вибрационная сторона путешествий и городов. Для меня это жутко интересно, потому что очень интересно, где жить, где место, в котором ты будешь абсолютно резонировать с энергией, и место, которое тебя будет, скажем так, подталкивать твои вибрации к повышению вибраций. Это очень интересно. Вот. Поэтому Бодрум на самом деле меня подталкивает. Вот, пока так. Пока лучше Бодрума не найти. Но будем искать. И что интересно, хожу тут вокруг набережной возле Эколофьорда и думаю, вот интересно, единственное место пока вот в Осло, где мне чувствуется хорошо, это мой отель. Я прям вот там выдыхаю, прям я здесь хожу по улице, мне хочется вернуться в отель и вздохнуть. И я загуглила и узнала, что на самом деле за здание, в котором находится мой отель Америка Линджен. Так вот, это здание было построено в 1919 году, больше 100 лет назад. И именно из этого здания, что-то там Norwegian American Line, то есть из этого места, это было, собственно, гейт, такой выход в Америку. Начало новой жизни. Я не могу, у меня сейчас просто blowing mind, ребята, вы не поверите, представляете, вот это место, я прям магнитила в этот отель, не хотела ни в каком другом отеле оставаться. И причем у меня была возможность остаться в Осло на неделю, но я хотела здесь побыть только один день и все, уехать, я теперь поняла. Так вот, этот отель American Линджен, он был, собственно, в какое-то время единственным возможным выходом в Европу. Это как бы начало новой жизни, шанс на новую жизнь, новая энергия. Вы представляете? И именно там мне хорошо. Это вообще удивительно, конечно. Поэтому, в принципе, в городе вот это ощущение тяжести, тревоги, какого-то поиска выхода, оно как бы есть. И вот интересно, что именно в моем отеле, собственно, это было место, откуда люди отправлялись пароходы через Атлантику в Америку, в Нью-Йорк. Вы представляете? И, кстати говоря, следующее место, куда я отправлюсь в путешествие, по секрету, именно то место. Я чувствую, не зря это все так сложилось. Меня отпустило, представляете, я это все проговорила, и на самом деле у меня этот влог, мой канал на YouTube становится, знаете, как таким дневником.
заметками путешественника. Собственно, как я и всего хотела. Потому что, увидев все эти достопримечательности, все это сейчас можно легко. Открыл YouTube, Google и так далее, но поделиться то, что ты действительно переживаешь в этих местах, это, мне кажется, очень ценно. Вы представляете, я прям это проговорила, меня прям выпустила. О, хорошо. Потому что, представляете, вот такая вот штука, это здание. И оно так классно, вы знаете, оно там классно. Видно, что там работали люди с новой энергией, там так классно там сделана реставрация. Вот именно туда вошла эта новая энергия. Энергия на шанс на новую жизнь, на новую надежду. Это прям супер. Класс. Видите? Мой отель был таким вот шансом спасения для многих людей. Какая красота, волшебство. Очень красиво, но не для меня. Знаете, именно поэтому в свое время, когда я переехала жить в Германию, я там не осталась навсегда, не стала, в общем-то, делать такой шаг, хоть это было для меня сложным шагом, но я вернулась назад в то время в Москву. И в итоге потом, вы знаете, через много лет я переехала, через пару лет я переехала жить в Турцию. Так вот, вы знаете, почему здесь так тяжело? Да, во всем мире сейчас происходит сумасшествие, трансформации, все старые программы выходят наружу, люди буквально как сходят с ума. Идет огромный выход наружу всего, что внутри застряло. Так вот, если в Турции, в Украине, где люди более эмоциональные, в более жарких странах, да, то есть люди более импульсивно, эмоционально, все это выходит наружу, все это не застаивается. А здесь, поскольку люди более сдержанные, вот я прям чувствую их сдержанность, я не могу понять, почему так давят, потому что люди сдержанные, они более холодные, такой климат, такой менталитет. Так вот, когда ты что-то сдерживаешь внутри, оно не выходит наружу, естественно, не происходит переживания, переработки, преобразования этого старого в новое. Поэтому здесь вот чувствуете такая, знаете, затхлая энергия, она прям стоячая. Честно, мне прям хочется поскорее прыгнуть в самолет и улететь. Чувствую, в Копенгагене попустит. Или вот в Хельсинки. Вот. Но в Хельсинки я чувствую, прям вообще легкая будет энергия. В Копенгагене оживление пойдет, но здесь, в Осло, это прям... Я поняла, почему не хотела здесь оставаться больше одного дня. Хотя у меня была возможность здесь пробыть неделю, потому что Осло-Бодрум, прямой рейс, он как бы раз в неделю туда-назад летает. Вот. Но я себе продумала такой сложный маршрут, чтобы здесь не сидеть неделю. И все это было неспроста. Поэтому проявление своих эмоций, иногда в Турции, конечно, это зашкаливает, иногда тоже это раздражает, этот хаос, но этот хаос дает жизнь, дает шанс на перерождение, на изменение, и это очень-очень-очень важно, потому что когда мы все держим в себе, когда мы закрываем глаза на те вещи, которые, собственно, нам нужно как бы увидеть, дать им место, время, дать им возможность переродиться, измениться, трансформироваться и, собственно, нас самих сделать другими. Это, конечно, очень важно. Поэтому внутри ничего держать нельзя, все нужно высказывать, проговаривать, проживать. Вот. А здесь в силу сдержанности, менталитета, конечно, это очень сильно чувствуется. И наговорила. Все, на сегодня хватит с этими разговорами. Пойдем смотреть город. Интересная такая часть этого города в районе музея Мюнхен. Напоминает мне Гамбург. Сюда можно подняться на крышу, посмотреть вид на фьорды. Сейчас мы это и сделаем. Смотрите, какая яхта туристическая. Она прям как вот напоминает оперу с этими платформами, лестницами. И она отправляется, экскурсия по фьордам. Класс. Осло круиз. Что там написано? 1,5 часа, да? Ну, я, наверное, не отправлюсь. Во-первых, не хочется немножко перемерзать, потому что действительно воздух ледяной. Поэтому пойдем гулять по городу. Какое приятное место. Тут и парикмахерская, косметика, очень красивая одежда. Прям все бы взяла, очень мне здесь нравится. Цветовая гамма моя.
Аслабукта, какой прекрасный здесь район, этот уголочек, эти магазинчики, кафешки, жизнь. Много мамочек с колясками, всякие кафетерии, всякие булочные, ресторанчики. Это такая лучик света, лучик жизни в этом районе. Мне очень здесь нравится. Просто сказочно. Такой райский уголок. Помните, как в Доха был район Мишрей, в котором меня просто вот здесь тоже так заходишь, здесь прям дышать хочется, прям так хорошо. Но этот район, конечно, сказочный. Это однозначно как район Мишрейп в Дохе, только это такая северная версия, и мне это очень нравится. Это просто классно здесь. Вот здесь так все. Жизнь. Здесь есть жизнь. Здесь кайф. Все рестораны вокруг. Кафе выглядит просто сногсшибательно. Хочется посидеть во всех. О, а это, мне кажется, Куми Аслабукта. Это кафе, которое у меня было в... сейчас посмотрим, оно или нет. Да, вот по зонтикам я вижу, что оно. Да, Куми, точно. Здесь всякая healthy food, боулы и так далее. Но я недавно завтракала. Я думаю, что не буду я здесь сидеть, но просто вам покажу, какая красота. Видите, вот не зря в этом районе классно, потому что он такой лакшери, он такой молодежный, и поэтому мне здесь прям вот очень здесь хорошо, прям супер. Здесь прям жизнь есть, прям воздух тут есть, красота. Иногда бывает, приезжаешь в города, и у всего города одинаковая плюс-минус энергетика, а приезжаешь в Осло, в каждом месте своя, вот в моем отеле одна. Здесь другая, на набережной другая, возле оперы другая. Везде своя какая-то вот энергетика. Класс. Везде свой вайб. Короче, там, где молодежь, там классно. Там, где не молодежь, там прям... О, это прям, смотрите, fresh prawns, langoustine crabs, smoked fish. О, если бы я была голодная, это было бы прям супер для меня место. Может быть, надо сюда вечером вернуться? Какова красота! А ну хоть чуть заглянем. Вау. Ого. Хай. Вау. Красота. Да, рестораны в Осло, конечно, просто отдельный вид искусства. Единственное, что они все пьют пиво. Такое прям пивное царство. Красота.
Красота, современность, вышкаленность, продуманность всего пространства просто завораживает. Так здесь нравится. Нашла свое место, диванчик на 12 этаже в музее. Так бы сидела здесь весь день. Это известная, кстати, картина его, Эдварда Мюнха, это картина «Солнце». Мы находимся с вами снова возле здания Опера Хаус. И тут, видимо, мастерская, конструкторское бюро. Посмотрите, какая красота. Для меня это прям самое любопытное, самое интересное. Смотрите. Вау, вот это уже мне нравится. Класс. Я не знаю, вы видите или нет. Видите, там мастерская. Какая красота. Видите, даже туры есть. Можно узнать про архитектуру, stage technology, workshops, opera and ballet. Просто красота. Это очень, думаю, любопытная экскурсия. Если бы у меня было время, то вот на эту экскурсию я бы точно сходила. Ну что, конец июня. Вы видите, я вот в этой своей куртке, которой я бодрыми хожу зимой. На самом деле, вроде как солнце, видите, оно горячее. Оно ветер, он такой прям ледяной, что я не могу понять, мне то холодно, то жарко, я вообще не знаю, как одеваться, честно говоря. Но вот леггинсы супер, надо наверх что-то такое. Вот какая-нибудь курточка бы средняя была бы. Вот. У меня есть такая, но боюсь, что в ней будет прохладно. Это вот действительно согревает. В общем, погода очень непривычна. Ой, смотрите, там круизные лайнеры, так красиво. Круизный лайнер, осталось так на душе хорошо. Такие они романтичные, такое они сразу настроение создают, курортное. Такое investigation, exploring. Прям вообще. Ой, а смотрите, сейчас покажу. Видите, там по фьордам эти экскурсии. Ну, у меня не будет времени, но я знаю, что есть. Я узнавала. Видите кораблики? Одна такая, как гулета. Вот. А вторая за ней, видите, прям как такая яхта с платформами. Она... Сейчас вам покажу его ближе. Ну что, я добралась до библиотеки. Это было тоже в моем плане посетить. Я знаю, что здесь очень интересный интерьер. У них такие двери, кстати говоря, вот часто везде. Вау. К ним надо привыкнуть. Такие они огромные. Везде такие вертушки есть, но они обычно на 2 человека. А тут прям на целую группу людей. Вау. Красота какая. Да, ну вот я чувствовала, что сюда мне нужно зайти. Посмотрите, как здесь классно. Ну и пространство. Прям такое art space. Библиотека, книжный магазин. Классно. Кафетерий там. Супер. Всякие сувенирные лавочки. Обожаю их разглядывать. Они такой мут сразу города создают. Вот, тут детская зона. Дети прям по полу ползают. Как классно. Какие-то люстры с косточками всяких рыб и китов. О, класс, смотрите, какой эскалатор. На одного человека прям. Счастье интроверта. Красота. Мне нравится. И никто тебя не обгоняет, не прижимает. Супер. Кайф. И вид какой сюда классный. Вам за свет вы, наверное, не видите, но отсюда очень классный вид на город. Потому что здание стеклянное. Очень здорово. Библиотека. Класс. Знаете, столько тут пространства, особенно для детей, я смотрю. Такие игровые зоны, зоны для чтения. Смотрите, какая красота. Супер.
А потолок сделан, посмотрите, из бетона. Ну, они как имитируют бетон, но вот такой вот материал, я даже не знаю, может быть пластик, какой-то легкий очень материал, но имитация бетона идет такой структуры. Класс, очень красиво смотрится. При том, что ощущение бетона, потому что вот эта часть, естественно, бетонная. И потом из монолита. Не знаю, кстати говоря, интересно, может быть, это какой-то материал такой местный, локал такой. Похоже на бетон. Может быть, кстати, слушайте, это бетон. Это просто очень легкий бетон. Смотрите, сейчас я приближу. Слушайте, это ювелирная работа. Я думала, это пластик. Нет, это все-таки цементная конструкция. Посмотрите, видно. Вау. А теперь посмотрите в масштабе, как это круто смотрится. Вау. Детки такие, смотрите, все. Прям блондинистые с голубыми глазами. Классно. Меня тут, кстати, часто за местную принимают, начинают со мной на местном языке разговаривать. Не на английском. Ну, из-за глаз, видимо, цвет волос. Ну, соответственно, даже норвежский язык я совсем не понимаю, потому что с немецким не имеет ничего общего. Так, вот родители. А, кстати, посмотрите, видите, паркинг для колясочек. Коврики. Это вообще что-то нереальное. Когда-нибудь видели такое? Настолько kids-friendly. Смотрите. Паркинг. Коврики такие, причем мягкие, текстильные, чтобы дети могли ползать. Дети, кстати говоря, в этой библиотеке здесь ведь просто ползают везде. Очень много детей. Класс, интересное пространство. О, здесь еще кафешка. Может быть, сюда потом прийти поужинать? Рядом с отелем. Красота. Паркинг для колясок. Ну, это вообще, это невозможно пережить. И действительно, кстати говоря, много очень мужчин здесь с детьми, с колясками. Прям везде такие тут милки папы. Ukraine. А вот и здание моего отеля American Legion, про которое я вам уже рассказывала. Отсюда, собственно, это здание бывшего морского порта, откуда уезжали раньше норвежцы в Америку в поисках новой жизни. Поэтому дух перемен, дух путешествий, он прям так сохранился в этом отеле. Ну, он, конечно, роскошный, я очень довольна. Хоть он находится прямо на площади вокзальной, здесь трамваи, шумно, но в моем номере совершенно тихо, потому что он выходит прям во дворик. Во внутренний дворик у меня окна, поэтому очень тихо, и окна классные. Супер. Решила пойти в отель немножко отдохнуть, то, может быть, взять что-нибудь такое легкое, перекусить, или булочку, или что-то. И тут, смотрите, ну, всякие сэндвичи, понятно. Кстати, посмотрим, может быть, что-то есть без глютена, всякие салаты. Но самое главное, посмотрите, что я нашла. Кранчи манго салат. Смотрите, киноа, хумус, дамы и манго дрессинг. Ничего себе, класс. Интересно, да? Всякие смузи. Тоже, смотрите, авокадо, манго, шпинат, банан. Класс, интересно. А ну-ка, состав насколько чистый. Ага. Манго 14% пюре, авокадо 7%, банана пюре. Ну, все пюре, но как бы все равно. Достаточно чистый состав, нету сахара, ничего такого. Интересно. Действительно шикарный отель, чтобы остановиться. Вокзал, 2 минуты. А я, кстати, взяла вот манго, апельсин. Такой у меня будет легкий перекус, семена чиа, манго и апельсин. Супер. Ой, везде ездят эти. Нужно быть аккуратными. Трамваи, это прям такое насыщенное движение. Вот так вот. Много всяких healthy штук. Что, возвращаюсь в номер после прогулки на небольшую передышку.
О, DJI, магазинчик, в котором у меня, с которого много всякого есть. А ну-ка, зайдем посмотрим. Как распогодилось, трамваи кружат, тут кассидру. А я иду есть рыбный суп. Я проголодалась уже 5 часов вечера. Хочу съесть чего-нибудь такого тепленького, приятненького. Периодически хватаешь тут паническую атаку, потому что количество велосипедистов и этих скутеров, которые иногда еще подрезают специально возле тебя под носом, у меня периодически перехватывает дыхание. В общем, будьте аккуратны. Я вот здесь теперь хожу и оглядываюсь по сторонам. То трамвай, то автобус, то скутер, то велосипедист. Join the juice. Где я его? В Лондоне или где-то? Да, по-моему, я в него частенько заходила. Но я иду в норвежскую кухню за морепродуктами и супчиком. Впереди какая-то красивая галерея открылась. Не знаю, что это такое. Просто брожу. Такой итальянский дворик. Смотрите, как потеплело. 22 градуса. Все в шортах, футболках. И мне тоже жарко уже даже. О, это, собственно, местечко, в которое я уже направляюсь. Фискерьет. Во, я иду туда. Ой, забито. А, вон один столик я вижу. Просто рай, прям еда. О, красная икра. Красота. Чего только нету. Да-да-да. Ну что, пришел мой супчик с хлебушком. Красота. Этот суп на самом деле действительно просто 10 из 10. Хлеб тоже 10 из 10. Я не знаю, что это за намазка. Что-то между майонезом, чесноком. В общем, авиоли называется она. Хлеб и авиоли. Красота. Короче, Осло — то место, куда нужно таким людям, которые любят всякую сифуд, всякое легкое. Вот куда нужно ехать в гастротур. В Осло. Очень вкусный суп. Он действительно стоил того, чтобы до него дойти и съесть. Вы знаете, хожу и думаю, вот на самом деле Норвегия, пока вот то, что я могу сказать про Осло, это что-то смешение между, ну, с моих уже знаний странах, что-то между Германией и Голландией, что-то между Амстердамом и каким-нибудь там, я не знаю, Гамбургом или Берлином, что-нибудь в этом духе, по настроению, по характеру людей, но мне кажется, это гораздо более нордически, гораздо более сдержанно, и вообще они так себя ведут для нашего менталитета, особенно теперь у меня такое с примесью турецкого у меня все-таки восприятие всего. А там все это тепло, жарко, горячо в десна, вот, поэтому ощущение, что ты сейчас шаг вправо, шаг влево, что-то не так скажешь, и они просто на тебя так накинутся. Ну, в общем, какое-то такое впечатление они производят, не сильно дружелюбное. Ну, вот нордический характер, вот. Такая вот у них штука. Но суп был классный. Иду гулять дальше. Классный фонтанчик. Royal Palace впереди, видите?
Шла, записывала мужу голосовое сообщение, а потом увидела украинские флаги, перевела сообщение и просто бегу. Я должна быть там. На норвежском, кстати, говорят, не на украинском. Ungarn ikke Sofia Matleri skriver ingen problemer med seksuelle minoriteter. Det är det hon skriver i sin artikel som Klassekampen. Och om hon har hört Прямо рядом с этим местом Гранд Отель Осло. Кстати говоря, он был тоже одним из моих вариантов, но он был достаточно далековат от Train Station, поэтому я его не рассматривала, но он выглядит тоже приятно. Но мне кажется, мой отель какой-то более... У него какая-то, знаете, есть своя энергия. Хочу зайти, пройтись по универмагам. Какая красота. Парк очень красивый. Прям напоминает, кстати говоря, наш парк Шевченко. Мне здесь... Не зря они здесь в парке сделали рядом эту демонстрацию против оккупации, насилия в Украине. Липы. Прям как в Харькове. Фиалки тоже. Прям как в Харькове. Класс. Липовая аллея. Представляете? Какая красота. Пахнет липой. Боже, пахнет липой. Я ее не нюхала, и нигде мне не попадалась липа. Еще и чтобы на цветение попасть. Посмотрите. Цветет, боже, как пахнет. У нас в детстве всегда росла липа, мы делали липовый чай. Ой, как вкусно пахнет. Наши вооруженьки за нас солнце. Слышите? Только заговорила про Харьков, начался гимн. Каштаны и липы. Класс. И украинский гимн на фоне. Ну это вообще прям ностальгия. В сквере под липами и не могу просто отсюда уйти. Такой аромат. Просто аромат вот детства. Не знаю, я прям вот все детство, все ощущения. Летние каникулы, двор, лавочка. Вот все как в детстве. Я не могу просто встать, учитывая, что я уже 4 года не была в Харькове, в Украине. Конечно, вы можете себе представить мои чувства. Не могу встать с этой лавочки, этот аромат. Смотрите, это вся вот эта вот аллея, это все липы. И они сейчас цветут. Просто, вы знаете, липы цветут, это очень короткий всегда промежуток. Насколько я удачно попала. Спасибо, Осло, прям вот красота. Так, что у нас там дальше? National Theatre. А там что-то тоже очень классное виднеется. Блин, ну эти липы, вот они мне попали, сейчас я вам сниму. Липа. Боже, как пахнет. Липа. Даже сорву, чтобы с собой носить этот аромат. Боже, как пахнет. Запахи детства — это то, что ты не забудешь никогда. Никогда. Як вдома. Like at home. Ну и думала, как вот я сказала, Гамбург или Берлин мне напоминает, да, Осло. Потом я сказала Амстердам. И третий вот город, не могла понять, Лондон, думаю, нет, не Лондон, не совсем. А вот теперь поняла, мне напоминает очень Львов. Вот кто был во Львове, тот поймет. Вот что-то есть, какой-то вайб, какая-то атмосфера, какие-то вот эти вот улочки, кафешки. Ну, в общем, очень мне напоминает Львов. А после Липы так точно. Все, только Львов, никакого Лондона. Смотрите, какая там классная кафешка, какие классные
переулочек. Следующая точка на моем маршруте. Осло Сити Холл. Как стильно выглядит. Выглядит прям в стиле Ллойда Райта. Архитектура. Посмотрите, какой здесь классный. Классный дворик с кафешками. Супер. Красота. Что, я уже дошла до Royal Palace, и я просто, честно говоря, в шоке, потому что вся эта аллея, это все сирень. И там еще перемешку был жасмин. Вы представляете, сирень и жасмин. Абсолютно наши украинские все эти каштаны. Вон каштан, видите, каштан. Каштан, липа, сирень, жасмин. Кайф. Супер, видите, уже часть отцвела. Не договорила. Липа, каштан и, конечно же, клен. Вот кленовые аллея здесь. Просто красота. Вообще, я не верю. Будто бы в Киеве или в Харькове. Классно. Последней точкой на моем маршруте сегодня у меня Акербригge. Вот я иду сейчас в ту сторону, прям у воды, у фьорда. И здесь рядышком Nobel Peace Center, в который я хотела зайти, но уже поздновато, но хотя бы рядышком пройду. В принципе, там, я так понимаю, минут на 5. Небольшая экспозиция, но в любом случае приятно рядышком побыть с таким местом. Этого места, Акербригge, там очень много ресторанов, открываются, отправляются отсюда всякие пароходики. И вы знаете, что интересно, здесь 7 часов вечера сейчас, и сейчас вот здесь самое жаркое время, вот именно вот по температуре 22-23 градуса. То есть чем позднее разогревается, и закат, по-моему, будет там в 11 часов вечера, то есть сейчас самые горячие часы. Слушайте, фьорд. Класс. Вот он, фьорд. Красота. Большая вода. Кайф. Вон тут прям такой вечерний вайб. Все пришли уже ужинать, чего-нибудь выпивать. Здесь вообще культура питья прям ого-го. Очень много ресторанчиков, кафешек. Класс. На берегу фьорда. Атмосферненько. И тут прям такая тусовка. Мне кажется, тут компаниями или парочками на свидание нужно. Но я хотя бы здесь пройдусь. Может быть, где-нибудь захочется присесть. Такое молодежное место более. Хотя нет, я бы сказала, микс. И туристов здесь очень много. Много разных людей. Ну и вам так поснимаю, посмотрите, какие местные, во что одеваются, как живут. Это всегда любопытно. Это, кстати, место Оливия по всему городу, оно всегда просто фу. Я так понимаю, что там очень вкусно и прям итальянская, видимо, еда. Итальянская кухня. Очень популярна. Классно, тут прям вайб, го-го. Все, теперь оно мне, теперь это место мне напоминает Лондон.
Не, но все-таки да, от Амстердама, но все-таки они территориально близки, очень. Красота. Прям какой-то свой особенный вайб. Я так понимаю, что здесь народ еще купается летом. Когда уже, ну сейчас уже лето, но я так понимаю, когда очень жарко. Классные шезлонги. Я вот сейчас тоже приземлюсь. Будет мне счастье. Смотрите, как все лежат. Кайф. Оба! О, ну, после такой прогулки самое оно. Ух. Какой Осло. На деревянных шезлонгах. С видом на фьорд. Позади всякие шумные кафешки и рестораны. Все что-то выпивают, едят. Такой свой какой-то вайб местный. О, вот и русалка. Прошлась, чуть не села в суши, потом вспомнила, у меня в закладках был этот ресторан норвежской кухни, по отзывам очень классный. Вот хочу сесть здесь. Здесь такие классные розовые диваны. А здесь в ресторанах нет такого, что ты заходишь, сам садишься, куда тебе нравится, ты ждешь на стоечке, в очереди, пока к тебе подойдут. В общем, please wait to be seated everywhere. Друзья, постояла в очереди я, везде все reservations, уже ждать, я такого не люблю. Видите, везде музыка, все пьют, такой вайб вечерний. Но это вообще не мое, я в таких местах редко сижу, поэтому для меня вот именно этот район оказался совершенно вот не моим местом. Так, прийти на 2 минуточки, окей. Но сидеть и есть в такой атмосфере, не мое. Поэтому я иду в район своего отеля Осло-Букту. Это прям мое. Мне прям там очень нравится. Если дойду туда идти 30 минут, сейчас попробую набраться сил и добраться туда. Флажки эти Pride, как бы ничего против не имею, ладно, но, блин, у них уже тут огромные вечеринки, не знаю, такие же люди, как люди, не знаю, что нужно как-то еще как-то отдельно себе партии устраивать, интересно, забавно, первый раз такое вижу. Да-да-да-да, бывают разные, желтые, белые, красные, типа того, но оказывается, в Европе у них тут уже свои целые комьюнити. Смотрите, какая огромная территория, огромный фестиваль и весь прайд. Им уже отдельные вечеринки нужны. Забавно, не знаю. Надо мне тоже устраивать отдельно вечеринки отдельно для высоковибрационных людей. Так, а там мини-прайд. Что бы это могло означать? Прайд. Пройдя эту несуразную прайд-музыку, с трудом я пережила эти 500 метров, пока прошла. Смотрите, какой классный, миленький дворик старинный здесь. Вау, вот это еще, смотрите, какой фонтан. Красота. Супер. Ой. Вечерний дринк. Нет, в общем, я сижу, написываю мужу голосовое о том, что Осло место точно не для нас.
холодное место, все эти огромные прайд-вечеринки, архитектура вся такая холодная, люди холодные, в общем, все такое угрюмое, никто не улыбается. И тут проезжает на перекрестке вот только что автобус огромный, такой, ну, пассажирский, и пустая улица, вообще никого нет, и два водителя, дедушки, почему-то мне вот так вот машут весело, причем я не видео не снимаю, просто стою одна на улице, такие машут мне, и рядом девушка подбегает, спортсменка, я говорю, только что я подумала, что в Осло никакой надежды нету. Все такие угрюмые, никто не улыбается, какое-то безжизненное вообще место. И тут два эти мужичка, водители, почему вдруг на ровном месте? Ну, в общем, я снова у оперы, иду в свою любимую Осло-бухту, вот. И там буду что-нибудь есть. Напоследок, смотрите, 8 часов вечера, а тут буквально как будто бы полдень. Смотрите на это. Ну, вот так вот пешочком за целый день, хоп, и я обошла весь центр Осло. Там мой отель American Gen, там Акербригге, тут Осло-бухту, музей. Да, девушки купаются, это те самые известные сауны на берегу фьордов. Опера, Опера Хаус. Осло-бухта, мой любимый район, куда я иду, мне там комфортнее всего, лучше всего. В общем, так вот за буквально день я обошла весь центр Осло и поняла, что это не место, где я хотела бы жить. Приехать сюда в гастротур – да. Переехать сюда жить хотя бы на неделю или месяц – нет. Один день в Осло – мой максимум. Вот как выглядят классно, аппетитно эти сауны. Видите, там девушка тоже купается. Здесь душ. Видите? Красота. О, вот так вот Норвез... Оу! Is it cold? Вот как местные купаются летом. Я думаю, вода ледяная такая, что просто вообще... Ну что, идем на последний ужин. Сейчас 8 часов вечера, такое ощущение, что 12 часов дня. Жара, солнце, пекло, кайф. И плавающая сауна. Чего только не увидишь. Банные комплексы. Ой, как сауной пахнет, классно. Ну, в принципе, после сауны я бы, может быть, и тоже бы окунулась. Водичка, правда, такая какая-то мутноватая, но why not, why not? Норвежские забавы. Купание во фьорде после сауны. Вот видите, народ тут отжигает. Ой, как раз заодно сниму отсюда библиотеку, там я уже была. Опера Хаус. И ресторанчики там. С этой стороны очень классно все видно. Ну и вот все, вокзал, все очень компактно. Через 2 минуты мой отель American Gen. Супер. Ну, удивительно, 8 часов вечера, но солнце как в полдень, такое сильное, яркое. Вы смотрите, просто жара, жара. Мне вот чем ближе дело к вечеру, тем жарче. Конечно, вообще, утром было, помните, как холодно? Я вот в этой куртке застегнутая шла. Ну что, чем я этот день и начинала, тем я его и закончу. Помните, мы здесь с вами стояли и разговаривали с утреца? Настроение поменялось, правда? Наелась рыбного супчику, солнышко вышло, нагулялась, витаминчику С вывела, чтобы пережить мою недельную поездку. Ну и что? Думаю, как я сейчас буду есть лобстера, поэтому настроение, видите, сразу щеки зарозовели, настроение поднимается. Если Ева видит лобстер, Ева идет в сторону лобстера. Покажу вам эту часть города, в которой я гуляла утром. Солнце, 8 часов вечера. Тут ресторанчики, тут так тихо, тут нету вот этой громкой музыки, тусовки. И знаете, такой вот очень классный, такой люксовый, приятный, расслабленный такой вайб.
И здесь много всяких тоже рыбных ресторанов в том числе, поэтому я сейчас... Не знаю, мне почему-то это место ассоциируется, знаете, вот там как будто бы центр Бодрума был с мариной, с вечеринками и так далее, а здесь как будто бы Аспа, такие тихие ресторанчики. Ну, кто знает, у нас в Бодруме Аспа, тут почему-то у меня такая ассоциация. Оттуда всегда хочется сбежать из центра поскорее и перейти куда-нибудь сюда. Вот там вот я присмотрела еще утром ресторанчик, он там и лобстеры, и креветки, и всякое разное, фиш-н-чипс. Хочу сюда зайти. Всегда здесь в джелатерии мороженое, прям очереди любят норвежцы. Всякое мороженое. Хочу вам показать меню. По-моему, Ойстерс самый дешевый, бюджетный, который я когда-либо видела. Я уверена, что он здесь очень свежий, и прям очень хочется ойстерсов обязательно взять. Посмотрела все меню. Что-то не захотелось ничего такого сырого сегодня на ночь, поэтому вот взяла крокеты. Видите, вот такие вот. Такое вот меню. Ну, в общем, много всякого. Севиче, фиш-н-чипс. Вот крими фиш-суп я уже ела, мне очень понравилось сегодня. Снови крэб. Было бы классно, но, наверное, на ночь уже не буду тоже. Ну, в общем, я что-то такое легенькое. И бокальчик вина для атмосферы. Красота? Что? Заключительный последний час в Осло. Последний вечер. Красота. Ну что, так красиво, романтично, с устрицами, бокальчиком вина. Сейчас еще придут крокеты рыбные. Завершается мой первый день в Норвегии, первый день в Осло. Это моя 40-я страна, выпьем за это, чтобы еще 40. Вот. И вы знаете, что я скажу про Осло? Заключительное слово. Невероятно понравился мой отель. Америка Линджен. Рекомендую. Дальше. Ослобукта, где я сейчас сижу. И в частности ресторанчик вот здесь вот на углу рыбный. Тоже очень рекомендую, прям очень классно. Дальше. Однозначно стоит пройтись в сторону парка Royal Palace. Огромное удовольствие. Вот эти 3 места прям просто сделали мой день сегодня. Акербригген, вы знаете, такое место, где, ну, собственно, так, библиотека очень понравилась. Очень понравился смотровая площадка этого музея. Ну, в общем, Осло действительно стоит приехать, вкусно покушать, морепродуктов, насладиться фьордами, красотой. Но действительно одного дня, я считаю, для вот такого, не знаю, короткого тура по городу более чем достаточно. То есть 2-3 дня, мне кажется, в Осло просто делать нечего. Есть города, в которых можно действительно проводить 2-3 дня, даже 4 дня. Вот. Но в Осло вполне достаточно такого короткого, небольшого отдыха. Красота. И на главное блюдо у меня рыбные крокеты. Сейчас будем пробовать. Так. Ойстерс были просто великолепные. Выглядит аппетитно. Вкусно. Крокеты из рыбы тоже классные. Там, я так понимаю, рис рыба с сыром, соус с перцем, под бокальчик вина. То, что надо. Прощаюсь с фьордом, прощаюсь с этим местом. Это место прям очень мне подошло по энергетике, по атмосфере. Прям сделала мою поездку. И утром, и вечером я сюда наведалась. Вот. Ну что, возвращаюсь в отель. Сейчас уже начало 10-го, а словно еще середина дня. Видите, прошел час, поднялся ветер, и я уже в куртке, потому что холодно. Прощаюсь с фьордами. Кстати говоря, в ресторане в меню одним из главных диш на первой строке было Whales. Киты. Я говорю, нет, китов не будем есть, киты мои друзья. Потому что мы на Азорах, когда ездили с мужем, смотрели китов, и вообще как-то вот китов я есть не точно бы не стала. Знали, то такое притяжение к китам и уважение невероятное, оно не просто так, на самом деле, китам всегда тянуло и всегда они манили, потому что они хранят в себе всю информацию, всю память.
Они, знаете, они практически как хроники Акаши. Так что киты невероятные. Когда я ездили на Азоры, мы там ездили увидеть китов. Поэтому, если в Осло когда-нибудь еще раз приедем вместе с мужем, поедем смотреть китов. Осло, пока-пока. Ты мне и понравился, и не понравился одновременно. Что-то в тебе есть вкусное и притягательное, и манящее, и что-то есть такое холодное и отталкивающее. Ну, а я девушка горячая, теплая, мне нужно, чтобы было солнышко. Но я обязательно вернусь и за китами, и за ойстерсами. Этим видео я открываю серию влогов о моей поездке в Скандинавию. Сегодня я в Осло, в Норвегии. 5 перелетов в 3 страны, 3 города. И мы с вами отправляемся в путешествие вибрационное, эстетическое, роскошное, красивое по Скандинавии. И я беру вас с собой. Белые ночи, они такие, уже 10:30 вечера. Я не в одном глазу, потому что, вы посмотрите, практически полдень. Как можно пойти спать? Ну что, туда-сюда, уже 11. Как вообще понять, в какой момент идти спать? Я не знаю, какой-то сигнал по будильнику заставить себя, потому что, ну, солнце светит, как днем, небо голубое. Смотрите, какая красота. Надо поставить будильник, чтобы идти спать. Все, стою себе 15 минут в душ и спать. Blackout шторы и спать. Я не знаю, как люди, которые живут здесь. У них, наверное, уже есть какая-то привычка, как они это делают, засыпают, потому что, ну, организм вообще, он как бы бодрствует, как бы день-то только в разгаре, солнце. Наверное, дело привычки. Выбор отеля, правильный выбор отеля, это 90% кайфа от путешествия. Говорю мы как опытный путешественник. Не жалейте денег на хороший отель, правда. Они запоминаются, создают комфорт. Это как ваш второй дом. Возможность прожить маленькую такую, но совсем другую жизнь. Пока, Осло, ты классный. Девушке на ресепшене говорю, как у вас, как вы справляетесь? Биологические часы не работают, потому что 11 часов спать вообще не хочется. На улице как будто бы середина дня, солнце, ну как бы организм как бы не понимает, что нужно спать или как-то себя заставить на это, хотя она говорит, я говорю, а как вы ложитесь спать? По будильнику, как вы себя заставляете? Она говорит, мы, говорит, летом страдаем, потому что мы как бы, ну, долго не ложимся спать, и потом как бы exhausted, очень уставшие. Поэтому везде шторы тут blackout. У меня тоже в номере хороший blackout. Она говорит, независимо от того, что светло, идите ложитесь спать, иначе завтра вы будете очень уставшие. Я вот тоже так чувствую, что надо идти просто насильно себя лечь в кровать, задвинуть шторы и спать. Ну что, последний завтрак в Осло. Немножко зеленушки перед Бенедиктом, лимончик, капучинко на овсяном. Пока у меня продолжается такой вкусный завтрак. Там моют столбы, светофоры. И, в общем, это было что-то. Это внутренняя часть этого отеля, куда выходят окна, кстати говоря, вот там вот из моего номера. Перед выходом на вокзал решила попробовать
Где-то говорят, что какой-то неземной Павлово. Он, кстати, так здесь и называется. Какая-то нереальная штука. Все гости берут homemade. Да, действительно вкусно. Красота. Камин. Все. Пока, Осло. Погнали. Копенгаген. Ну все, чекаут. Летим в Копенгаген, последние минуточки в Осло. На ресепшене сказала им кучу комплиментов, девочка засветилась просто вся от счастья, потому что люди часто недовольны, то им там шум от стройки, то еще чего-то. Мне понравилась все. Еда, сервис, локация, интерьера. Ну, то есть это абсолютно мой стайл и концепция вообще всего отеля. Это абсолютно прям мое на 100 из 100. Вот. Единственная вентиляция был нюансик, нельзя кондиционер как бы вообще выключить, что мне очень важно. В общем, последний день в Осло, последние минутки. Позади меня вокзал, 3 минуты, и я уже в экспрессе в аэропорт. Ну что, ословский трамвайчик. Погнали в Копенгаген. Пока, до встречи в новых видео о моем скандинавском путешествии. Пока. Какой милый и приятный вокзал, правда? В Осло. Одно удовольствие. Буквально 2 минуты после моего отеля. Подходите к турникету. Flight Jet, Airport Express, One Airport Adult Ticket. 252. 252. И через 8 минут отправления. Супер. Опа. Супер. Каждые 10 минут ходит этот поезд в аэропорт. Очень удобно. 20 минут, и вы уже в аэропорту. Ну что, прощай, Норвегия. Увидимся еще. У меня есть часок, попробую зайти в лаунж по какой-нибудь из моих карточек. Точно должен быть вход бесплатный. Немножко там посидеть. Супер, какой симпатичный лаунж. Да, и с моей карточкой сюда как раз можно. Класс. Погнали. Попытка номер 2 в том лаунже. Моя карточка актуальна только если она именно в этой стране зарегистрирована. Из других стран этот уровень карточки
не считается. Ну-ка, сейчас попробуем здесь. Класс! Оказывается, у меня был в САСе уровень билета с доступом в лаунж. Как классно. О, тут прям еда. Может быть, здесь еще и суши есть? Ха-ха. Классно. Супер. Такой классный лаунж. Когда вообще не голодный, но такой небольшой снэк. В лаунже все такое аппетитное, классное. Супер. И совсем скоро вылет, минут через 15 год.